Здравствуйте, это первое приложение, на базе которого мы будем осваивать наш фреймворк Friendly Open Space. Что это будет за приложение? Это микросайт на несколько страничек, но зато в ходе его построения мы освоим основу нашего фреймворка. Итак, приступим. Перед нами стоит простая задача — сформировать дерево каталогов и создать базу данных. Наименование учебного проекта Step by Step 001. Соответственно, создаем одноименную папку. И заходим в нее. Помимо самой библиотеки FOSS, директория приложения проекта должна содержать еще 3 каталога. Каталог CSS файлов, каталог веб-шаблонов и каталог проекций. Что такое проекции, рассмотрим позже. Итак, создаем эти каталоги. Папка CSS, папка веб-шаблонов, templates и папка проекций, projections. Далее скачиваем библиотеку FOSS с официального сайта разработки. FOSS Development Site. Заходим, вкладочка «Скачать» и скачиваем последнюю бета-версию. И распаковываем ее в папке нашего проекта. Все, структуру каталогов мы подготовили. Осталось создать базу данных. Все операции с базой данных мы будем выполнять через терминал. Поэтому заходим в нашу базу данных MySQL. Точнее, открываем клиент для работы с базой данных MySQL. Команды вводить вручную по символам мы не будем. Мы будем использовать уже приведенный код в нашем уроке. Создаем базу данных. Обратите внимание, что база данных создается с поддержкой UTF-8 кодировка, так как библиотека FOSS Friendly Open Space работает именно с ней. Далее нужно создать пользователя, под которым наше приложение будет соединяться с базой данных. Это пользователь FOSS для localhost. Пароль FOSS. Обратите внимание, что мы используем расширение MySQL Native Password для того, чтобы Node.js могла соединиться с базой данных, правильно пройти аутентификацию. Дальше выделяем права для работы с базой данных Step by Step 001. Все привилегии для пользователя FOSS localhost. И заходим, собственно, в саму базу данных. Структура базы данных очень проста. Так как мы говорили, что у нас это микросайтик на 3 странички там буквально, то и использовать мы будем всего-навсего одну таблицу Pages. Перечень полей тоже очень прост. Это идентификатор записи, primary key, наименование, машинное наименование записи, по которой мы будем обращаться к записи в базе данных, человекочитаемый заголовок и контекст body. Создаем нашу таблицу. Вот и все, база данных у нас готова. На этом урок закончен.